Всем привет! Вы на канале «Если хочешь любить, люби». Не забудьте подписаться и поставить лайк. Есть такой у меня интересный контингент. Не скажу, что часто я с ними сталкиваюсь, но бывает. Звонят, приходят, приглашают. Да, пожалуй, чаще приглашают. Эдакие влюбленные парочки, которым в отношениях изюминку подавай. Да и не просто изюминку, а килограмм целый, а то и два этого изюма. Как я выяснила со временем, в 90% таких случаев инициаторами похода выступают мужчины, а бабы чаще всего только терпят, ревнуют, злятся, но терпят. Парочки делятся обычно на то меньшинство, где в паре оба согласны, и пришли получать удовольствие, позволив себе все, и на большинство, где женщину мужчина уговорил прийти. А удовольствие ей получить трудно, ибо каждую секунду она внимательно за мной наблюдает. Как бы я ни заглотила лишний сантиметр ее любимого мужа. Этих я вообще побаиваюсь. Мало ли, что ей там в голову придет. Бывали такие, которые, не выдержав стрессовой картинки, и в глотку вцепиться пытались. Но были, к счастью, быстро остановлены любимыми мужьями, и в лучшем случае просто уведены, а в худших получали еще лещей. Ну да, я это видела. Вот так вот. Парочки бывают разные. А еще я заметила, что девки в парах сами 100 раз уточняют, чтобы в губы с их мужиком не целоваться ни при каком случае. Да где вы видели, дорогие гости, чтобы проститутка брала в рот ваш слюнявый язык? С ума сошли, что ли? Я ж девушка приличная. А еще в большинстве случаев эти семейники припираются пьяными. Им в трезвости, видимо, совесть не позволяет своего партнера под чужого человека подкладывать, а по пьяни да пожалуйста говно вопрос. И ведь меня еще зачем-то постоянно напоить пытаются. Видимо, из-за мою совесть переживают. А мне что, а мне не жалко. Наливаете, выпьем. Любой каприз за ваши деньги. Вы думаете, мы втроем часто трахаемся? Как бы не так. Втроем с такими, конечно, бывает, но это, ребята, такая редкость. Мне кажется, каждый раз, приходя ко мне, они еще знать-то и не знают, что трахаться будут только они. А я так в стороне посижу, понаблюдаю. Это ж такая психология. Парочки-то эти о-ля-ля. Наблюдать за этой плохо скрываемой женской ревностью одно удовольствие. Порой их даже жалко становится, девок этих. Вот что это такой страх мужика потерять. Настолько страшно, что даже потерпеть готова. Помучиться, пострадать, но потерпеть. Вон у меня Наташа с Серегой 3-й год ходит. Раз в полгода где-то, когда им новизны не хватает. Приходят, располагаются, ржут, а на все как-то больше с истеричными нотками. Пьем с ними вискарик. Они Red Label приносят. Стандартный у них такой набор. Red Label и кола. Не могу сказать, что этот напиточек мне сильно нравится, но так. Не лошадь, короче. Посидели, попили. Просят меня приглушить свет. Раздеваемся все немного. Наташка сразу майку стаскивает и остается в брючках одних. Лифчика она не носит. Не, ну может и носит, но ко мне она без него приходит, стандартно. Серега сразу кивает мне, мол, тоже сними. Не подобает женщинам в нашей компании одетыми ходить. Я снимаю. Серега садится на кровать и притягивает нас к себе. Начинает гладить обеими руками нас, Наташку покусывает даже периодически за разные пышные места. Потом расстегивает на любимой женщине брючки и аккуратненько, нежненько их стаскивает. Сразу видно, что любя. У меня же на мне обычно юбка. Чулки, все дела. Ну а чё? Так удобнее, и мужикам нравится. Задрал, и все. Ой, я отклонилась. Вернемся обратно к моему рассказу. Потом Сергей быстренько меня разворачивает, коленями на кровать ставит и задирает юбку. Я вот чувствую, как Наташа начинает нервно психовать от таких движений мужа, но ничего не делает. Молчит, словно партизан. Но энергию Наташкину я чувствую. Наверное, если бы не этот страх мужика потерять, она бы встала и ушла. Серега тоже, судя по всему, чувствует, поэтому быстренько ее в такую же позу рядом со мной ставит. И вот мы стоим, она голенькая, я с задранной юбкой и мастерски стянутыми трусами. Такие две улыбки на солнышке. Ну а дальше Сергей уже приступает к своим делам. В общем, я думаю, вы понимаете, о чем я. Это все продолжается ни много ни мало. Примерно 10 минут максимум. Потом снова всякие разные прелюдии и все такое. Ну а дальше? Дабы любимая женщина не нервничала, мне уделяется внимание все меньше и меньше. Оставшуюся часть вечера я наблюдаю над тем, как эти двое сношаются. Знаете, так злостно и неистово. Уверена, дома у них все более скромно и нежно. Ну да бог с ними. В целом уходят от меня довольные во всех смыслах этого слова. Ну а я чё? Я ничего. Сижу, ничего не делаю, примус подчиняю. Последний раз у меня эта парочка была недели 2 назад. Но хорошенькие они все-таки. Любовь у них и все дела. Если бы не его фетиш, 3-ю в постель тащить. Тогда, наверное, вообще бы все отлично было. Кстати, через пару дней после их посещения Серега зашел один. Чайку попить. Но так чисто на полчасика. Сказал, что скоро еще придут. Но это как всегда.
А как вы относитесь к таким увлечениям? От себя напоследок добавлю только одно. Любовь зла. Полюбишь и козла. Надеюсь, вам понравилась моя история. Жду от вас лайк и подписывайтесь на мой канал. Если хочешь любить, люби. Дальше будет еще много интересного. До новых встреч. Пока.